Сегодня первый день начала семинара со второй группой. Мы работали во дворике нашего отеля, в котором несколько деревянных домиков. На пространствах недалеко от Шаманки ветер сильный, 2 балла. Поэтому мы укрылись в надежном месте. Благо, хороший вид. Сложная композиция с домами на переднем плане. На заднем плане тоже дома в этой деревне. Потом горы, потом небо. Учебное задание непростое. Лучше начинать с непростых, чтобы разобраться в делении на пятна мотива. В конце ролика я покажу, как мы работали. А сейчас несколько вопросов. Напомню вам о лайках. Ставьте их, пожалуйста, под каждым видео. Канал развивается, если вы это делаете во время эфира. Делитесь видео в соцсетях с друзьями, если они вам нравятся. И оставляйте комментарии и вопросы. Задавайте вопросы. Ирина Джессингер. Как здорово, что есть такие художники, как вы, с таким свободным подходом к изучению. Спасибо. Пока я училась в некоторых художественных учреждениях, натерпелась негативной критики от профессионалов, так что приходилось делать паузы от безысходности. Конечно, в начале пути многие не понимают, что такое живопись, но я думаю, не надо бить по рукам новичкам из-за незнания, а привить интерес к миру искусства живописи. И вот это уже преподавательский талант, любовь к людям и глубина характера. Спасибо, Ирина. Очень важно поддерживать студентов, ведь ко мне приезжают и просто новички совсем, первый раз взявшиеся за кисть и первый раз работающие маслом, или первый раз на пленэре. И вы знаете, причем рядом работают, в общем-то, продвинутые мастера. И вот это соседство сильных художников и тех, кто послабее, заставляет последних подтягиваться за сильными. Это мотивирует на успех. И поэтому в команде, конечно, работать очень классно. Поэтому-то и есть мастер-классы. Это командная работа. Мы видим, как работают другие. Мы оцениваем ошибки других и быстрее, активнее движемся к мастерству. Софья Демская. Мне очень близки ваши мысли и философия. Нравится, что вы относитесь ко многим серьезным вещам с хорошей долей юмора. Недавно я услышала от одного скептика такое мнение. Абсолютно все уже было нарисовано 1000 раз. К чему вновь и вновь плодить все эти пейзажики, натюрмортики, портретики, когда все это уже было столько раз написано? Ведь это все просто вариации на одни и те же темы. Вот я и задумалась, действительно, а зачем люди с кисточкой это делают? Зачем мы это делаем? А интересно заглянуть в щелочку. Вообще этот скептик, например, живет один или в семье? А что он делает вечером? Он смотрит, например, кино или театр. Читает ли он книги? Ведь истории, которые в книгах или в фильмах, все уже изъедены и 100 раз понятно все, и даже наперед знаешь, что будет. Если он смотрит или ходит в театр, или читает книги, то зачем? Сюжеты понятны, все он знает. Зачем живет он в семье с женщиной, если он все знает уже, что будет? Зачем он занимается, извините, секосом? Ведь все же понятно, какое начало и какой конец у него. У меня ответ простой. Мы так устроены, люди, мы нацелены на совершенствование. Это просто по умолчанию, на изменение. Это естественно для нас быть более любящими, становиться более, я не знаю, знающими. И процесс этого развития в сторону большей осознанности лежит через то, что мы делаем что-то, если мы вообще можем что-то делать, либо мы критикуем, если мы ничего не умеем делать. Так вот, делая что-то или критикуя, мы изменяемся в ту или другую сторону. Мы не стоим на месте на этой лестнице. Она ведет либо к осознанности, либо к деградации.
Каждый выбирает сам. Но устоять на этой ступеньке не удастся. Люди будут толкать те, которые вверх идут, и те, которые вниз. Вниз легче падать, кстати. Не надо никаких усилий. Есть такие картины, от которых нельзя оторваться. Мы смотрим и смотрим на них. Почему? В нас происходят изменения. Нас переполняет какая-то неведомая волна, ну, я не знаю, любви, что ли, какого-то экстаза. У нас перехватывает дыхание. Это признак того, что работа зацепила. Ну, не только музыка, например, произведение, которое скептик все-таки, может быть, он читает, кроме газеты, что-то. Может, газета его цепляет. Просто набор букв или там новости. Мы изменяемся каждую секунду, не замечая этого. Новости читаешь или смотришь, что там происходит? Мы изменяемся в этот момент. Мы можем деградировать, если залипнем в эти новости. Будет учащенное сердцебиение, охватывать ужас и так далее. То есть фактически мы порождаем тот мир, в который ввергнуты. Мы его кристаллизуем, что ли, глядя на ужасы. Наше тело, речь, ум, все то, что мы можем назвать «я», состоит из того, что мы, какой фарш мы вообще вколачиваем в этот черепок. Софья задумалась действительно, зачем люди с кисточкой это делают. Ну, если вы пишете, попробуйте не писать. Если такой вопрос возникает, зачем я пишу? Попробуйте просто, вот, я не знаю, не писать, ничего не делать. Понаблюдайте честно за собой. Вам хорошо, лучше, если вы перестали, отложили все, вообще убрали в кладовку или подарили кому-то. Вам стало лучше? Если да, то посмотрите, что вам лучше вообще делать. Может, это не живопись будет, а я не знаю, что угодно может быть. Бухгалтерия. От цифр, например, складывая цифры, вы становитесь добрее. Но главное, чтобы вот этот критерий лучше, это значит, насколько вы изменяетесь в сторону вот, по лестнице, ведущей к осознанности. Вы же это чувствуете? Если то, что вы делаете, делает вас открытым, более любящим, более, я не знаю, нежным и так далее, куча эпитетов, то значит, это правильное дело. Если вы чувствуете, что вы погружаетесь благодаря тому, чем занимаетесь, воды, что у вас, я не знаю, начинает что-то трястись больше, ну, значит, не надо этого делать. Ну, а потом плодить пейзажики, натюрмортики, портретики. Да? Пейзаж пейзажу рознь. Есть, например, Коровин, условно говоря, или Серов. Представьте работу Коровина у себя дома на стене. И работу, я не знаю, какого-нибудь современного художника. Кого вы выберете, и в присутствии чьей картины у вас вот это вот перехватывание дыхания возникает. Это же критерий того, что работа, картина, наполняет вас чем-то. Или наоборот, хочется от нее загородиться. Так что этот момент, что есть великие произведения искусства, мотивирует нас писать лучше, писать качественно, писать шедевры, достигать этого. Получается, что мы работаем, получая наслаждение в процессе. Сделали работу, повесили ее на стенку, и она излучает нечто, что заставляет всех, кто на это смотрит, быть в резонансе, в том же самом наслаждении, что был художник. Такое перетекание энергии. Анонс на пейзажную тему, близкую к тому, что мы сейчас делали, а потом покажу то, что получилось сегодня. Этот урок посвящен теплохолодности в пейзаже. Написан он в Риге, Киш-озеро, кафе на воде. И очень тонкие отношения холода воды, неба, к тени на досках, на этом дощатом мостике, на земле, свет, который падает на мостик, на землю, на саму эту постройку, на деревянное кафе. Это очень интересная задача. Как-то у Мане спросили, какой сюжет вы пишете. Он
Он сказал, единственный сюжет во всех картинах – это свет. Вот писать свет – это очень интересно и очень сложно. Посмотрите, как это делалось. Не обращайте внимания на шутки. Я человек веселый, всегда эта атмосфера мастер-класса, она аутентична, она вот живая. Это, за всеми этими шутками есть работа. Обращайте внимание на то, как делается, как достигается эффект присутствия, эффект светоносности этого пейзажа. Это очень важно, мне кажется. И вообще смотреть, как работает художник, почему я и затеял эту школу, важнее этого ничего нет. Фешин, который не знал языка английского, делал мастер-классы постоянно и считал, что то, что художник показывает студентам, это важнее всех слов мира, которые существуют. Можно без слов это проводить. Я буду очень рад, если вам урок этот понравится. Пишите нечто подобное и присылайте мне на видеоразбор. Так будем двигаться дальше. Там шикарное место, Саша, у тебя. Масса домов. Никаких пока ничего там нет. То есть мы смотрим это на массу по отношению к этому. Не попал, потому что слишком плотно. У меня? Я все время сравниваю.